всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал Бумажная Галактика, и мы сегодня к вам с очередным необычным видео. Это видео будет посвящено у нас обзору нашего каталога, первого каталога, который мы закончили с моей подругой. 3 месяца плодотворной работы в этом каталоге содержится, может даже чуть больше, но я так сократила. И мы подошли к концу этого каталога, и я решила на него сделать долгожданный обзор, потому что мы хотим оценить свое творчество и сделать это вместе с вами. Поэтому я вас попрошу проголосовать за коллекции, какие вам больше нравятся. Мы будем разделять наши коллекции и дарить медали коллекции, каждой, которая нам понравится. И я выделила серебро, золото и бронзу для этого. И мы с вами будем оценивать. Я скажу свое мнение, кому я предпочтение отдаю, а вы, пожалуйста, скажите свое мнение в комментариях. И сделаем такое небольшое голосование для того, чтобы понимать, какая коллекция больше понравилась нам, как авторам, и какая коллекция больше понравилась вам, как зрителям. И давайте приступать. Ну, во-первых, я начну с того, что мы переделывали обложку в этом каталоге. На самом деле она была другой, и мы решили сделать ее вот такую цветную, для того, чтобы впоследствии наклеить сюда наклейки. Опять же, повторюсь, что здесь тоже несколько коллекций собрано на данной обложке, и я выбирала все эти наклейки отдельно, а вот эти вот уже 2 наклеечки сюда попали, как сказать, рандомно, потому что они не поместились на развороте, потому что я сделала слишком большие наклеечки, и поэтому они все разноплановые, здесь нет какой-то стилистики, тематики, это собраны все разные наклеечки, потому что в этом каталоге всевозможные разные коллекции. И давайте откроем. И у нас, естественно, первый разворот посвящен Бумажной Галактике. Это название нашего канала, и мы решили сделать коллекцию, которая будет посвящена этому каналу. Коллекция эта была первая, на самом деле я даже не знала, как ее оформлять. Но я решила оформить вот так вот этот разворот, а моя подруга делала сами непосредственно наклеечки на этот разворот, и мне они все очень нравились, было интересно открывать. Это была первая наша такая коллекция, завершенная как идея, и в целом она мне очень сильно нравится самой. Но поскольку она такая первая, она немного такая сырая, поэтому я не буду отдавать ей предпочтение, просто за счет того, что наш канал называется Бумажная Галактика, нам хотелось посвятить какую-то коллекцию данному названию. Вот мы решили с нее начать, для того, чтобы это отложилось в памяти. Вот, поэтому вот такая коллекция у нас получилась, но мне она очень нравится, милая, поэтому если вам тоже нравится, ставьте лайки, независимо от того, что я предпочтение ей не отдаю, как в голосовании. Потом у нас была дальше коллекция, это карты Сбербанка Мир. Она была посвящена этим картам. На самом деле я очень долго ее рисовала. Здесь очень много таких деталей было. Нужно было не ошибиться, чтобы это было похоже действительно на карты. Но опять же здесь вот, допустим, разворот оформлен тоже ярко. И мне это сейчас не очень нравится, потому что карты эти яркие, и разворот сам яркий. И хотелось бы потусклее, потому что они немного теряются. А так в целом он, конечно, очень красивый получился. Разноплановый такой. И милые здесь такие всякие животные нарисованы. Ну, в целом, милая коллекция получилась, но опять же, поскольку это одна из первых коллекций, я не могу ей дать сейчас предпочтение, потому что у нас уже сейчас другое видение, мы по-другому уже видим, как оно должно быть, поэтому это такое все еще сыроватое было немного, но энтузиазма было просто вагон. Когда я начинала ее рисовать, не знаю, сколько она дней просидела, я уже не помню, но было очень интересно рисовать ее. Потом у нас была коллекция «Сладкие сюрпризы» от моей подруги, и в целом, как я оформила разворот, мне нравится. Вообще, вот это совместное творчество мне нравится, когда кто-то один оформляет, например, разворот, а другой делает сами уже сюрпризы. И здесь были такие милые духовки, открывать их было очень интересно, и вот эти все кексы, они получились милые, поэтому я могу отдать бронзу за эту коллекцию. Она на 3-м месте находится, это мое видение, да,
как мне нравится. Потом, если вы хотите, вы можете как бы свое мнение высказать, я буду прислушиваться, и мы уже будем ориентироваться на то, что нравится нам и нравится вам. А в целом мне нравится, как она получилась, очень хорошая. Единственное, мне не нравится, что она такая маленькая получилась. Как бы мне хотелось бы больше, может быть, даже стоило сделать поменьше их, но чтобы их поместилось здесь больше. Сейчас я отдаю предпочтение 8-10 пакетикам. Я считаю, что это интересно как для вас, и так и для нас. И рисовать в целях как бы и продолжительности коллекции. Поэтому это моя бронза. Что думаете вы? Напишите, пожалуйста, комментарии. Далее у нас была коллекция «Подводный мир». Эту коллекцию делала моя подруга полностью. Рыбки получились просто очень милые, такие аккуратные. Но единственное, как мне кажется, этот разворот немного пустоватый получился, потому что они как бы мелкие. В целом передает как бы, да, саму вот эту тематику подводного мира, но, к сожалению, мне хотелось бы сейчас, я бы нарисовала их большими, чтобы они заполнили разворот и можно было их как бы рассмотреть, потому что сейчас это сделать проблематично за счет их маленького размера. Но мы можем приблизить, чтобы вы посмотрели, да, какие-то моменты, но в целом как бы не особо я довольна тем, как оно разместилось, да, здесь. И также вы можете заметить, что вот почти на каждом развороте у нас были имена наших подписчиков, мы тоже вас вклеивали, мы этому радовались, и вам было приятно, и нам было приятно. Далее у нас была коллекция «Приготовь». Эта вообще коллекция была интересна тем, что нужно было клеить непосредственно слоями, да, хотя, в принципе, можно было практически сразу догадаться, что мы готовим, но в то же время она была интересна вот по своей вот этой стилистике, да, нужно было именно вот как настоящий гамбургер выкладывать. Мне, допустим, было очень интересно, опять же, немножко пустоватый разворот получился, но в то же время простота тоже как бы довольно-таки сейчас популярна, в каких-то местах, может быть, это и есть хорошо, а так в целом очень милая коллекция. Далее у нас были украшения для обложки, и половину этих украшений я непосредственно на саму обложку наклеила, да, а половина осталась здесь. Но тоже они такие простоватые получились немного. Сейчас бы я сделала по-другому, но сама вот стилистика мне нравится. Ну, тоже пустовато получилось. А здесь наоборот, коллекция маски получилась очень заполненная, тут даже не рассмотреть, потому что я не выделила, да, где я буду клеить какую маску, и оно такое все в куче немного получилось, как будто кто-то сбросил все маски в кучу, и тоже рассматривать очень сейчас проблематично. Когда я по одной показывала, можно было их рассмотреть, сейчас нужно приглядываться, и я бы не стала так делать, а сама вот эта идея с масками, особенно с маской Ютуба, да, мне самой нравилось это рисовать. Потом у нас были чехлы на телефон. В целом нормальная коллекция, мне нравится. Было интересно открывать, но мне не нравится, что они все разного размера получились. Сейчас бы я сделала все одинаковые, да. И у меня есть идея сделать коллекцию, например, обои на телефон, какие я выставляю, да. Ну вот я сделаю, если буду делать, то все они будут у меня одного размера. Мне кажется, так смотрится более эстетично. Поэтому я ничего не отдаю этой коллекции. Так, потом у нас была коллекция шоперы. Эта коллекция тоже была очень милая, но она тоже такая была простоватая немного. Мы еще не могли как бы, да, понять, что рисовать, как рисовать. Идей было много, и как-то хотелось разделить их, отделить. Ну, в целом, вот такая получилась коллекция на 2 страницы. Тут даже один не поместился, вот он тут, да, как бы. Но тоже она получилась довольно-таки простая. Вот. Потом у нас была коллекция «Прогноз погоды», что идея сама мне нравится этой коллекции, но, к сожалению, мне не нравится, как получилось оформление из-за того, что и фон, и наклейки получились яркие одинаково, наклейки не выделяются на этом фоне, и как бы тоже сложно вот сейчас разобраться, допустим, где тут наклейка, тут все смешалось, а так сама идея, вообще вот когда прогноз погоды, какая погода на сегодня, была очень милая. Поэтому, если нас смотрят блогеры БС, да, пожалуйста, берите себе идеи. Мы ничего себе не присваиваем, ничего не запрещаем никому брать. Поэтому вы можете смело брать наши идеи, улучшать их, модернизировать, и мы с удовольствием посмотрим ваши видео. Так, теперь у нас была коллекция мечты, но она такая тоже немножко простоватая получилась. Но, в принципе, да, тут были мои мечты, что я хотела. Сейчас бы я по отрисовке как-то их получше отрисовала. Мне не очень нравится. А так, в целом, тоже милая. Но я не отдаю предпочтение никакое. Вот.
Далее у нас была вот коллекция Woman Prof. И я как бы, может быть, бы отдала этой коллекции серебро, если бы у меня здесь не, как бы немножко скотч, этот, как бы пергамент, он был такой немного плохой, и тут вот части пергамента не отклеивались, и это вид немного портит. Опять же, я бы сейчас сделала больше какие-то рамочки, да, вот для каждой. Мне сейчас нравится, когда вот каждая наклеечка находится в рамочке. Вот это вот не очень красиво, когда вот поналяпано. Я такое сейчас не понимаю, а раньше мне казалось это мило. И здесь были также мужские профессии. Но вообще сама идея, да, может в дальнейшем я буду модернизировать и опять отрисовывать эту коллекцию и сделаю уже по-другому. Сама вот идея коллекции, мне кажется, довольно-таки неплохая, но исполнение хромает здесь. Так, потом у нас была коллекция пазлы. Ну, здесь мне нравится сама идея, да, вот то, что ты собираешь по кусочкам и клеить, это очень интересно, но, к сожалению, из-за того, что здесь не популярная картинка, вы не могли долго, как бы, угадать, что это, и в целом было из-за этого, как бы, немножко такая путаница, а так получилось, мне кажется, мило. Кстати, эту коллекцию отрисовала моя подруга целиком, разворот и наклейку, и вот все, что она рисует, мне самой очень интересно открывать, потому что я сама не знаю, что это тоже такая интрига для меня. Далее у нас была коллекция 10 фактов обо мне, и здесь просто очень большие наклейки были, которые я поналяпала как бы одну на другую. Мне сейчас это очень не нравится, но как бы какие-то факты были, оно все было обо мне. Действительно, мы с вами знакомились, вы узнавали меня лучше, да, но, к сожалению, из-за того, что оно вот так вот сейчас все смотрится в куче, сложно разобраться здесь, что к чему, куда, как бы, поэтому мне не нравится из-за этого. Я не отдаю предпочтение. Далее у нас была коллекция очень интересная, милая, в то же время она простая, но очень такая аккуратная. Это рисовала моя подруга. Здесь были доставка людей, предметов, да, разные такси, сферы услуг, как бы мило и красиво, но была маленькая она тоже и быстро закончилась, к сожалению, это так. Вот. И вот эта коллекция, которой можно отдать смело серебро, мне кажется, ну, может даже не по технике исполнения, но за идею. Это был челлендж между историческими девушками, да, и инста-девушками современными, и мы здесь писали и делали какие-то, да, фиксировали предметы, которые связаны с ними, там, и запоминающиеся события. И вот это были исторические девушки. Вот здесь такой разворот с бахромой бумажной был милый. А это были инста-девушки, да, и тут как бы челлендж был, за кого вы голосуете, за современные или за исторические. Она была такая вот тоже интересная. Здесь даже была вот такая блестящая страница. И тут было зеркало, вот здесь открывается, тут девочка наша видна. Ну, в общем, сама идея, да, и вот это голосование, мне кажется, за саму идею можно смело отдать серебро. Это мое серебро. Ну, по технике исполнения, может быть, я сейчас по-другому бы как-то оформила, сделала. Ну, в целом, вот, в целом, да. И мое золото, и вы, наверное, уже догадались, это вот эти шары. Ну, по крайней мере, я считаю, что это золото. Не знаю, сама по себе идея и оформление, да, может, здесь есть какие-то недочеты, но в целом, как она получилась, мне очень нравится. Она получилась на 2 разворота, было по-новогоднему интересно, красиво, ярко, все блестело, открывать было очень интересно это все дело. Не знаю, я была в восторге от нее, и достаточное количество тигрят здесь было, да. Ну, то есть, как бы, это мое золото. Поэтому вы, пожалуйста, тоже напишите в комментариях ваше мнение. Можете о каждой коллекции сказать свое мнение, либо проставить цифрами, да, либо написать, что ваше золото, что ваше серебро, и будем сверять мнения, и нам будет интересно. Потом у нас были модельки. Ну, в целом коллекция была интересна, но тоже их как-то было мало, и они быстро закончились. Может быть, стоило сделать как-то побольше предметов их гардероба, чтобы они так, ну, как бы простовато не выглядели. Ну, интересно было их открывать. Далее была коллекция ассоциаций к Новому году. И здесь тоже много-много всего, много блесток. И мне из-за этого не очень нравится, вот как оформила я. Ну, в целом, конечно, красиво, что оно все блестит, Новый год. Но вот из-за этого дела мне не нравится, что. А так тоже идея была красивая, конечно.
Потом была коллекция снежинки. Здесь мы пробовали наклейки с глиттером. У нас есть туториал, поэтому переходите, смотрите. В целом, как их делать, это разные способы есть. Это делала моя подруга. Здесь вот они все так вот, сыпучесть такая у них интересная, да. Глиттер, все так интересно. Но из-за того, что они были одинаковые примерно все, тоже как бы я не могу сказать, что это прям вау. Ну, идея была хорошей, конечно. Милая такая. Потом была идея подарков под елку и на елку. Здесь тоже за счет того, что наклейки нарисованы в огромном таком размере, немного все это как бы заняло всю страницу. Ну вот здесь были подарки под елку. Здесь я тоже сделала все это с пересыпашками, да, какими-то наполнителями. Оно все сыплется. Идея хорошая, но за счет размеров наклеек этих тоже как-то непонятно. Все это заполнено чересчур по мне. Ну, а так идея, конечно, милая была. Потом была простая коллекция Гудетама Style, это был желток Гудетама. Тоже не могу сказать, что я в восторге от него, рисовать его было очень легко, но такой он своеобразный, кому-то нравится, кому-то не нравится, но в целом милый. Так, давайте смотреть дальше. Вот эта коллекция очень милая, я, наверное, бы, если бы могла 2 серебра отдать, я бы ей отдала серебро. Единственное, что здесь вот этот круг, он для этих наклеек чуть маловат. Потому что они как бы немножко один на другой заходят. С другой стороны, вроде это интересно, но это такой стиль был, Gravity Falls, все в этом стиле. Наклеечки все были красиво отрисованы, все так было аккуратно, очень-очень похоже. Ну, то есть, я ничего не могу сказать, придраться ни к чему. Но только вот что размер не позволяет, да, их как бы наклеить свободно. Они немножко как бы здесь в кучу собрались. А так, конечно, было классно. Если бы я могла отдать серебро, это было бы мое 2-е серебро. Так, потом коллекция это Космос. Ну, такая своеобразная коллекция. Не могу сказать, что я бы хотела ее повторять, да. Ну, такая она была, тоже вот блестки, вот это все. Мне нравится сам факт вот этих блесток. И я люблю такое, мило, мне нравится. И вот эта коллекция волшебный букет, тоже как в качестве эксперимента, да, цветов с блестками. Вообще вот таких, она очень тяжелючие такие наклеечки получились, но это вообще вот как бы такие, они все пересыпучие. Здесь еще и бусы, они очень тяжелые, но как бы милые такие, да, получились. И очень ярко, получилось красиво. И в то же время мне нравится, как я оформила разворот. Но она не получает, она как приз симпатии моей, как автора получает, да, ну как бы не золото, не серебро, но это было мое сугубо мнение. Поэтому если вы напишите свое мнение, мы будем рады. На этом коллекции в нашем каталоге заканчивается. Этот каталог подошел к концу. Я могу сказать, что первому каталогу, да, я могу смело поставить, ну, думаю, если из 10, то 5. За вообще количество идей, за исполнение. Могу сказать, что это пробный такой каталог был, потому что мы как бы пытались выработать стиль, да, мы к чему-то шли, мы развивались, мы пытались работать над качеством отрисовки, над качеством видео. Я надеюсь, вы это заметили. Если вы это заметили, как улучшились наши видео от первого видео, кто не видел, посмотрите, с чего мы начали, как бы, да, и к чему мы сейчас пришли. Нам будет очень интересно ваше мнение. Мы также можем выставить голосование, скорее всего, я сделаю в сообществе, возможно. Вы будете писать, за что, какую коллекцию вы голосуете, и для того, чтобы мы с вами понимали. Также я хочу сказать, что у нас до сих пор длится акция, так сказать, посылки от подписчиков, поэтому если вы хотите тоже поучаствовать и присылать нам коллекции, мы будем очень рады. Я все распакую на своем канале, на нашем канале, и сделаю это все в отдельном каталоге для подписчиков. Сейчас мы отрисовываем много новинок для вас, поэтому будет интересно. Не забывайте подписываться, ставить лайки, для того, чтобы вы могли не пропускать каждое наше видео, какие-то новинки, идеи. Нам будет очень приятно, если ты подпишешься, потому что основная аудитория смотрит нас без подписки, к сожалению. Это не может радовать. Все на этом. Спасибо за просмотр. С вами была Эльмира. Пока.